Ребята, всем привет! Для работы купил такой заточной станок Kraton BG560 на 200 диски. Вот. Мощность 560 Вт. Вот. Это один из самых мощных возможных настольных станочков. Вот. Стандартные два диска стоят. Один с чуть покрупнее зерном, этот мелкий прям. Вот. Ну, сверла уже пробовал точить. Вот. Интересно посмотреть, каким образом. Вот маленький, это 10х16, резечек отрезной. Вот. Нужен мне сейчас резечек, попробуем заточить и посмотрим, что получится. Вот. Я, конечно, сейчас постараюсь вас поставить, так, чтобы было что-нибудь видно. Вот. И посмотрим. Ну что, попробуем. Так, ну что можно сказать? Конечно, эти стандартные диски, они не предназначены для заточки пластинок.
Вот видно, вокруг все пообрезал, а пластинка поставалась. И очень было сложно сделать канавочку. Вот. Ну а так, как видно, такой маленький резечек. Я на самом деле сюда купил 2 диска, зеленый и белый, ну вот, посерьезнее. Вот. Ну посмотрим. Как бы все говорят, что вот эти диски, они тут вообще ни о чем. Ну, как бы сами видели, что-то затачивает. Вот. Ну, сейчас попробуем поставить на станок резец и посмотрим. Здесь что еще прикольно, вот это вот выемка на подручнике. Это чтобы затачивать сверло. Сверло положил, вот сразу тебе угол необходимый. Мелочь, но удобно, конечно. Вот. Ну, чуть-чуть он нагрелся, но это не страшно. Вот. Так что вибрация небольшая у дисков. Ну, вот. Мне нравится. Мне нравится, он своих денег стоит, как видно, когда при заточке такого резца. Ну, конечно, маленький, спору нет, но обороты не сильно просаживались. 500 ватт вполне достаточно. Классная штука. Классная. Решил я поменять диск заточной на белый, и еще у меня вот такой есть зелененький, круг шлифовальный. Вот, раскрутил здесь внутренности. Вот, ну, схема классическая. Втулочка пластмассовая, она становится сюда. Вот. Ну, соответственно, 2 шайбы прижимные. Вот. Мне еще что интересно, у меня была 150-ваттная когда-то. Там вот этот диаметр был 13 миллиметров. А здесь это диаметр... Сейчас попробуем сфокусироваться. О, а здесь 16 миллиметров. Вот, уже чуть-чуть лучше. И вот тут видите, как интересно сделано. Вот здесь каким интересным образом сделано. И далее стопорочек стоит. Оп. Ну, конечно, не самое лучшее решение. Но то, что было на 150-ваттной, там была вообще такая дикая порча. То есть вот эта шайба там упиралась в уступчик в 1 миллиметр. По диаметру разнилась. Ну, короче, порча дикая такая была. Ее невозможно было от дисбаланса выровнять. А здесь прям, ну, более-менее конструкция. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.